Привет крылатым и тем, кто ими хочет стать. Я тренер Березницкая Елена Вадимовна, мастер спорта СССР и серебряный призер Кубка СССР, совместно с каналом Cyber Tennis на базе моей академии по настольному теннису Wolf Team проведу для вас сегодня мастер-класс по теме элемент защиты подрезка. Насмотревшись в интернете и начитавшись про ту информацию, которая дана о подрезках, я решила вам рассказать про подрезку, как я ее вижу, как я ее преподаю своим ученикам. Итак, существуют элементы защиты. Туда входят подрезки, подставки, свечи и так далее. О подрезке мы с вами сейчас и поговорим. Существует две техники исполнения подрезки. Одно через нижнее вращение и второе через нижнебоковое вращение. Почему именно мне нравится нижнебоковое вращение, я вам сейчас попытаюсь объяснить. Возвращаемся на нижнее вращение. Когда мы одним определенным углом касаемся мяча и цепляем только накладку, у нас получается запил. Но запил у нас получается не настолько сильный, как лично мне бы хотелось как игроку. Ставим плюс, получилось, но так как не сильный запил, я ставлю минус. Можно ли дать нижним вращением плоский мяч? Да, можно. Это в принципе достаточно легко, быстро, и практически все любители сразу попадают на стол. Можно ли дать агрессивный мяч нижним вращением? Я сразу ставлю нет, потому что агрессивно сыграть ракеткой под одним углом невозможно. Итак, возвращаемся к нижнебоковому вращению. Чем же оно выгодно для игрока в настольный теннис? Запил. Да, запил можно дать нижнебоковым вращением, он получается достаточно сильный и контролируемый. Играем запил, цепляя накладкой мячик. Плоский мяч. Да, можем дать плоский мячик, тоже достаточно контролируем. И играем с помощью дерева. И агрессивный мяч. Да, тоже можем дать агрессивный мяч, тоже он достаточно контролируемый. И играем этот мячик с помощью накладки и дерева. Выгода нижнебокового вращения заключается в том, что мы при внешних одинаковых признаках исполнения элемента получаем три разных мяча. С нижним вращением, плоский и с нижним вращением агрессивный, сильный мячик. Ну и что еще очень важно при нижнебоковом вращении, это достижение контроля. Это владение мячом и попадание в ту точку, в которую нам нужно при игре в настольный теннис. Все, что я вам показала на этой таблице, мы сейчас перейдем на стол, и я все покажу на столе. Все, что я вам сейчас показывала на доске, я вам покажу на столе, чтобы вам было нагляднее и вы могли повторить. Итак, подрезка с нижнебоковым вращением. Обязательно встаем в стойку теннисиста. Ракетку кладем на плечо. Мысок ракетки смотрит в потолок. У нас здесь угол и здесь угол. При переносе центра тяжести мы мысок ракетки показываем в ту точку стола, куда хотим попасть. Диагональ, прямая, диагональ, прямая, диагональ, прямая. Итак, в чем заключается хитрость? Хитрость заключается в том, что мы мячик обрабатываем сверху вниз, что дает нижнее вращение, с определенным углом, что получается, мы его касаемся сбоку, даем сверху вниз, и таким образом мячик у нас летит с двумя вращениями, боковым и нижним. Что мы имеем? Мы имеем при одинаковом движении, мы можем давать три разных мяча. Запил, плоский мяч и агрессивная подрезка слева. Итак, запил – это очень сильное нижнее вращение, нижнебоковое вращение. Мы с вами работаем одной накладочкой
У нас опять два здесь угла. При переносе центра тяжести мы резко показываем мысочком ту точку, в которую мы должны с вами попасть. За счет накладки и резкого движения у нас с вами выходит запилка. Что такое подставка? Мы с вами убираем вот этот вот угол и делаем, и работаем с мячом более грубо. Убрали накладку, добавили дерево, и у нас пошел плоский мяч. Что такое агрессивная подрезка? Это опять манипуляции вот этого вот угла волшебного. Мы добавляем и накладку, и дерево, и резким движением направляем мяч. За счет смены вот этих углов и манипуляции ракеткой у нас и получаются 3 разных мяча. Сейчас мы покажем подрезку, которая вам все покажет наглядно. У нас специально есть мячик, который поможет вам все увидеть. Так называемый запил. Видите, сильно идет. Чем еще хороша та техника, которую я преподаю и стараюсь ее научить? Тем, что научившись играть правильно слева, вы работаете на симметрии, и сразу у вас может получиться подрезка справа. Садимся в стойку теннисиста, плечи впереди, центр тяжести впереди, голова впереди. Перенос ноги у меня идет на левую, у вас правши на правую. Два угла у нас присутствуют. Кистевой и локтевой. Закрепляем мысок ракеточки и проводим, показываем туда, куда нам надо попасть с переносом центра тяжести. Диагональ, ножками перешли, прямая, диагональ, прямая, диагональ, прямая. Угол у нас практически не меняется. С помощью чего у нас получается, что мы начинаем менять вращение мяча. Опять, если мы сверху вниз проводим под бок и цепляем одной накладочкой, получается очень сильное нижнее вращение. Если мы снимаем накладку и добавляем дерево, то есть угол делаем более грубым, мы пробиваем дерево, получается плоский мяч. Если мы цепляем накладку и пробиваем дерево резко, у нас выходит очень сильный агрессивный мячик с нижним боковым вращением. Соединение элементов. Подрезка слева, подрезка справа. Садимся в стойку теннисиста, выдвигаем плечи, локтевые суставы, делаем два угла. Перенос центра тяжести на правую ногу, так как мы играем слева. У вас правши все наоборот. Сыграли, перепрыгнули, ушли на ногу. Плечи все равно остаются у нас впереди. Два угла, сыграли, ушли, сразу ушли на правую ногу.
вы правши на левую. Сыграли за счет переноса и за счет манипуляции углом мы опять при внешних признаках меняем мячи и даем разные, как запил, плоский или агрессивный мяч. По запилу плоский мяч. Слышен звук, слышите? Я играю деревом, при этом угле у меня более тяжелые углы, и я пробиваю дерево. Таким образом, правая подрезка с нулевым вращением. Смотрите, я пробиваю практически не работая накладкой, то есть пробиваю через дерево. Опять слышен звук. Таким образом, это можно элемент назвать скидкой. Я скидываю мяч. Короткая игра с нижним вращением и плоским мячом. Сейчас вы по внешним признакам увидите, как они отличаются между собой. Вращение, плоский. Вращение, плоский. Сейчас я вам покажу. Первый мячик у меня будет резанный, а второй у меня будет плоский. Вы посмотрите, как по внешним признакам отличаются эти мячи. Резанный, плоский. Резанный, плоский, резанный, плоский. Агрессивная подрезка слева, так называемая контрподрезка слева. Когда я ее использую? Использую я ее тогда, когда мне нужно запутать соперника. То есть я даю, например, нижнее вращение, потом даю плоский мяч. Как правило, мне приходит завышенный мячик, и тут я встаю перед выбором. То ли мне его бить, выходить на топ-спин. Если же высота поднятого мяча недостаточна и контратака – это риск, то я атакую так называемой агрессивной подрезкой, контрподрезкой. Агрессивная подрезка – это взаимодействие мяча с накладкой и пробитием дерева. Самое главное здесь сделать резкое движение и достаточно плотное. Тогда мячик полетит быстро с нижним боковым вращением. Агрессивная подрезка слева. Напоминаю вам, что с первого мяча она не делается. Она подготавливается, путая соперником как нижним вращением, так и плоским мячом. При правой агрессивной подрезке мы с вами делаем все то же самое. Садимся в стойку теннисиста, выставляем плечи вперед, углы и резким движением мы пробиваем как накладку, так и дерево. Контрподрезка справа. Короткая подрезка. Итак, встаем в стоечку теннисиста. Правая нога у нас уходит под стол. У нас опять два угла, первый и второй. Носок ракетки смотрит в потолок. Чтобы нам сыграть, здесь мы убираем плечо и локоть. Работаем практически только одной кистью. Вышли, сыграли. Опять, если мы цепляем одной резинкой, то у нас пойдет короткий мяч, нижний боковой. Если мы сыграем через дерево, то мы как бы скинем мячик, и он будет плоский. Если мы резко пробьем и накладку, и дерево, у нас будет очень сильный резкий мячик с нижнебоковым вращением.
То же самое применимо к правой стороне. Только левая нога у левшей уходит под стол, у вас, конечно же, по-другому все. Выдвигаем плечи, плечевой суставчик, локоть, мысок ракетки смотрит в потолок, 2 угла. И работаем вокруг своей оси одной кистью. Все то же самое. Зацеп резинкой запил, пробитие дерева, плоский мяч и резкая накладка и дерево, сильные, быстрые, агрессивная подрезочка на стол. Короткая подрезка слева. Итак, я надеюсь, что вам очень понравилось, что вам было понятно все. Я вас очень прошу, подписываемся на это, чтобы приходили еще другие знания. Впереди нас ждут накаты, топ-спины, соединения и много-много-много интересного. И не забываем про сайбер, теннис и вульф тим. По скрипту, если волк молчит, его лучше не перебивать.